Салам алейкум всем дорогим друзьям, братьям и сестрам. Меня зовут Муса Умаханов, мой позывной Сокол. С 2014 года, 28 мая, я вступил в ополчение. Поехал на добровольной основе защищать весь русский мир от фашизма, который пришел на территорию Донбасса. Почему я решился на этот шаг, я скажу так, кратко, что я не мог оставаться равнодушным и сидеть смотреть, как будет гибнуть матеря, дети, старики и все, кто там проживал. Поэтому я и поехал туда, чтобы хоть чем-то, хоть какой-то, хоть маленькую каплю помощи, но оказать. Меня побудило это мое просто сердце, мой зов сердца. Ну вот с 2014 года я попал в Славянск, где как раз начались наши боевые действия в городе Славянске. После Славянска мы с подразделением уехали в Кировск. Это механизированная бригада «Призрак», где и базировался батальон, первый отдельный батальон «Призрак» в городе Кировск. Там после взятия уже Фрунзе мы уехали на Донецкий аэропорт, как раз где и попали на самое начало боевых таких уже действий на Донецкий аэропорт. В Донецком аэропорту вот я пробыл 2,5 года. Там, в общем, пробыл. Где 28 августа 2016 года я получил тяжелейшее ранение. Снайперская пуля пробила мне нижние шейные, верхние грудные позвонки. Перебила мне нервы в самом спинном мозге. Также произошло сквозное ранение легкого, перелом 5 ребер левой стороны, раздробление лопатки. Ну, левую сторону также повредила тазовые органы, где по сегодняшний день я, видите, нахожусь пока временно в таком состоянии. То есть на коляске, парализован, где начиная от грудной клетки и кончая всего низа, нет чувствительности у меня. После ранения мне были проведены различные лечения. Это все. Ну, с момента ранения у меня первое же, где моя клиника была, это Республиканский травматологический центр города Донецка, где я в тяжелом состоянии, меня привезли туда, где я впал в кому по дороге. Уже в больницу впал в кому. Ну, 4 дня я находился в коме, на 5-й день я очнулся. После этого 15 дней реанимации, потом общая палата, потом тяжелая дорога в Москву. Когда меня провезли в Москву, это было уже октябрь месяц. В октябре месяце меня привезли в Москву. И уложили меня в клинику Барназяна, где я 3 месяца я провел в этой клинике, в отделении неврологии. Проводились различные лечения по восстановлению какой-то хотя бы маленькой чувствительности верхней парализации, потому что у меня и руки не работали, ничего, только, можно сказать, голова работала так. Ну вот
в неврологии уже руки начали мне проходить чувствительность потихонечку. Начал руками уже двигать. Проводили различные массажи мне там. Все. После трехмесячной этой клиники Буранзяна, где мне провели лечение, оттуда меня повезли в хирургию, потому что у меня образовался на спине очень пролежень, очень глубокий пролежень. И вот поэтому в хирургию меня поместили, где месяц я пролежал в хирургии. Мне его зашили, этот пролежень на спине. Ну так это вот и все произошло, как вы видите. Ну и хочу вам просто всем сказать, что все говорят, что на сегодняшний день боевых действий таких не ведутся на территории ДНР и ЛНР. Я хочу вам прямо сказать, что как начались боевые действия 2014 года, так они по сей день идут там боевые действия. Да, вам все говорят, что разные СМИ говорят, что там боевых действий нет, там люди мирно живут, это все. Нет. Просто СМИ не хотят до народа доводить правду. И наше государство российское тоже не хочет довести до народа правду, что и все хотят утаить, втайне оставить, что Донбасс это уже прошлая тема, это все. Я вам скажу так, и многие, кто вступил на добровольной основе в ополчение, пошел защищать весь русский мир, многие вам скажут, не только я, что по сегодняшний день там ведутся активные боевые действия. Также в районе Донецкого аэропорта, промзоны, в районе Горловки, в районе Новоазовска, Мариупольском направлении, в районе Желобка, в районе Фрунзе, в районе станицы Луганской, в районе Первомайска ведутся боевые действия. По сей день обстреливаются города ДНР и ЛНР. Гибнут ежедневно там люди. Как и ополченцы гибнут, так же и мирные люди гибнут. Но в основном страдает мирное население, потому что весь огонь проходится только на них. И почему все хотят утаить эту правду от людей? Люди должны знать правду. И люди должны понимать, что это такое. Почему вот так идет весь такой беспредел? Да, то, что ВСУ, там разные националистические батальоны организовали, что их поддерживают разные какие-то страны. Есть страны, которые поддерживают Россию. Но это идет просто... Все говорят, что это идет как между собой, типа, между Донбассом и Украиной идет война. На самом деле, это нет. На самом деле там участвует очень много стран. И это идет просто скрытная Третья мировая, где просто официально и официальный такой хода Третьей мировой нету. Есть Третья мировая только внутри Донбасса, которая не разошлась не везде. Да, пошло направление на Сирии, сирийское направление, где уже исламское государство, где уже Россия борется официально уже с исламским государством. Так и мы боролись на Кавказе, начиная с 1993 года. Поэтому я хочу просто заверить людям и сказать, просто обратиться ко всем людям, что люди, уважаемые друзья, братья и сестры,
Многие люди пострадали на этой войне. Многих людей унесла жизнь. Это война. Какие-то семьи остались без отцов. Матеря без детей остались. Просто я хочу вам сказать, не проходите мимо чужой беды. Потому что это сегодня это пришла война на Донбасс. Завтра, если мы этот геноцид не остановим там и не уничтожим фашизм, завтра этот фашизм может прийти к нам сюда, в ваши же дома. В любую точку России может прийти этот фашизм. Давайте мы не будем смотреть на это просто так, сидя дома. Это все. Давайте мы все вместе объединимся и поможем людям Донбасса. Почему они должны страдать, а мы должны здесь сидеть спокойно и смотреть на это? Мы не должны на это смотреть спокойно. Мы обязаны им помочь. Наш долг защищать людей. И мы будем защищать до последнего, чего бы нам это ни стоило. И нам не нужны никакие ни деньги, ничего. Просто давайте объединимся и поможем. Также, кто был ранен, получил тяжелейшее ранение. Помогите ребятам, помогите. Пусть ребята восстановятся, пусть ребята дальше встанут на защиту людей. Не надо бросать людей. Вот я оказался в таком состоянии. Каждый из нас хочет жить полноценной жизнью. Также обратно вернуться в строй. Также обратно встать на защиту людей. Давайте не будем проходить мимо. Поможем. Каждый чем может. Если мы все вместе объединимся. Россия это огромная страна. Многонациональная, очень огромная страна. Если мы все вместе объединимся и будем делать добро, то поверьте, у нас все получится. И всегда будет мир и порядок. Никто не хочет войны, что-то. Все хотят жить мирно. Это все. Но давайте все вместе поможем. Кто чем может. Второе, я просто хотела сделать такое маленькое просто обращение к нашему государству. Уважаемое российское государство, уважаемые российские политики, уважаемый Кремль, я хотел от своего имени обратиться к вам. Не будьте равнодушны. Не бросайте своих соотечественников в беде. Сделайте добро, творите добро. Вам это же добро и вернется. Понятно, да, в стране неладная ситуация. Где-то есть кризис, это все. Но вы сами понимаете, если мы вместе не сплотимся, то нас враг будет изнутри давить. А нам зачем это нужно? Чтобы где-то люди страдали, наши соотечественники. Неважно где это. Юго-Восток, Украина, другие страны. Везде есть русский мир. И давайте все вместе помогите также обычным людям. Почему обычные люди помогают, а вы не хотите помочь? Также Министерство здравоохранения, которое не хочет абсолютно лечить нормально людей. Врачи относятся непонятно как к людям. За что такое? Что люди такого заслужили? Чем они перед вами, государство уважаемое, провинили, что вы такое отношение проявляете к людям? В чем перед вами провинились инвалиды, пенсионеры, участники Великой Отечественной войны? Также же ваши же деды сражались же. Почему вы сейчас не можете помочь? Которые молодые совсем ребята стали на защиту русского мира.
Ваши же деды тогда же не прошли мимо, они же вступили же в ополчение Великой Отечественной войны. Вот так же вы сейчас помогите, посодействуйте, окажите какую-то поддержку, какое-то внимание. От вас же не просят там, чтобы вы прям выделяли какие-то большие финансы, это все. От вас просто просят, чтобы вы оказали поддержку, оказали лечение раненым воинам. Оказали просто хорошее лечение, хорошую реабилитацию, все. Чтобы врачи относились ко всем людям с уважением, не смотрели, у тебя есть прописка, значит мы тебя как-то полечим. Если у тебя нет прописки, значит мы тебя не будем лечить. Давайте здесь, надо же смотреть, надо же везде как-то помочь независимо. Есть у тебя прописка, нет у тебя прописки, гражданин ты этой России или нет. Медицинская помощь, она нужна везде. И надо помогать, и разницы нет, кто ты вообще. А еще хочу сказать, то что есть кто различает там веры, там, вот христианская вера, вот мусульмане. Там кто-то говорит, что мусульмане не любят христиан, это все. Нет, я к таким гражданам хочу просто обратиться. Никогда нельзя судить по вере человека. Мы все один единый народ. Мы все живем в одной огромной стране. Что мусульмане, что христиане, что еще разные веры. Мы все живем в одной стране. Мы должны друг другу помогать. И разницы нет, кто мы по вере. Мы все один единый народ. Вот что я просто хотел сказать. Спасибо. Нужен еще вопрос. Твоя профессия до украинской войны, что это? До украинской войны я служил по контракту. Я служил на Кавказе по контракту. Я боролся с международным терроризмом, который до сих пор на сегодняшний день также присутствует на территории Кавказа, на территории Сирии, на территории Украины, везде, на территории всей Российской Федерации. Как долго ты контракт? С 2006 года я заключил контракт. И по 2012 год я проходил контрактную службу. Когда ты пошла Украина война, Россия сказал, ты уезжаешь там, или это твой выбор? Это был мой собственный выбор, потому что я не мог оставаться в стороне. Я поэтому был обязан помочь людям. Я никогда не проходил мимо чужой беды. Но я такой человек, меня так воспитали. Меня так отец воспитал. Я не могу пройти чужой беды. Я всегда помогу человеку. Как бы, чем могу, тем я всегда помогу. Независимо, под пули я пойду, или финансово помогу, или еще чем-то помогу. Независимо. Для меня не имеет значения. Я хоть и под пули пойду, хоть так помогу, но я всегда помогу. Если вы могу сказать Порошенко мало слова, что ты хочу сказать? Ну, для Порошенко я, честно говоря, хочу вообще сказать, что это нелюдь. Он нелюдь. Если он
пошел танками на свою же собственную территорию и пустил танки против мирного населения, как можно этого человека вообще считать в этой жизни кем-то? Какой он президент или что? Он не людь. Это самое животное. Вот есть, которое вот есть, как исламское государство, которые кричат на каждом шагу за убийство человека Аллаху Акбар, вот так же вот эта падаль, извините за выражение, тварь, танками пошел на детей. Потому что это одно и то же, что ИГИЛ, что Порошенко, это животные, это не люди. И мы как с ними боролись, мы так и будем бороться. А Порошенко, ты знаешь, просто ты скоро за все вот это ответишь. Не только ты, но и твоя семья ответит за это все. И даже вся твоя, которая шайка, присутствует там, каждый получит по заслугам. Независимо, где ты будешь. Хоть ты будешь в Америке, хоть ты в Европе, хоть ты в Канаде, хоть ты в Антарктиде будешь. Везде достанем, везде достанем. Сейчас ты получил пенсию, потому что ранено? Я получаю пенсию по инвалидности. 10 370 рублей. Плюс 2486 рублей, это моя ветеранская пенсия, которую еще с Кавказа, как ветеран боевых действий Кавказа. В общем, получается 13 тысяч пенсия в общем. Ну и вот сами дальше посмотрите, как на 13 тысяч человек может себе оплатить реабилитацию, оплатить какое-то лечение, если у нас вся медицина платная, если одна консультация врача стоит только по 5, по 6 тысяч. Где-то, да, может самая такая простая, где-то 3 тысячи. Но все равно 3 тысячи. Плюс возьмите медикаменты покупать. Медикаменты покупать. Этой пенсии никогда ни на что не хватит. Да, я скажу так. То, что произошло как со мной, это все. Я в июне месяце 2017 года я обратился в фонд добра и мира. Это один-единственный фонд, который не прошел мимо моей беды, который по сегодняшний день оказывает колоссальную поддержку, внимание, различные лечения, консультации известных нейрохирургов. Также оплатили мне первый курс реабилитации полуторамесячный. И вот на сегодняшний день я также нахожусь в фонде. Это просто самая отдельная благодарность. В общем, кто в этом фонде, начиная от основателя, директора и всех сотрудников этого фонда. Это люди, которые добрейшие люди, которые от чистого сердца помогают подопечным, которые не только помогают подопечным в различных лечениях, это все, также помогают подопечным какие-то выполнять их дела, которые какие-то льготы, что положенные от государства, какие-то льготы в документации, во всех направлениях этот фонд помогает. Этот фонд существует не только, чтобы помогать ополчению. Фонд существует для всех категорий граждан, помогает всем категориям граждан, независимо, инвалид ты или кто. Всем категориям граждан этот фонд помогает. И это один единственный фонд, который не проходит мимо беды.
Это не как другие фонды, что-то. Да, некоторые люди, некоторые смотрят, что за фонд. Некоторые говорят, что нет, что-то непонятный какой-то фонд, что недавно типа существует, но хоть уже это почти 3 года. Извините, я скажу одно, кто даже и со стороны просто смотрит, наблюдает за фондом. Я просто одно скажу. Люди, это один единственный фонд на сегодняшний день и в Российской Федерации, который на сегодняшний день за все свое существование ни разу не прошел так, мимо беды. Этот фонд оказывал разным категориям граждан колоссальную помощь. Помогал во всем, восстанавливали людей, все. Никогда не так же, теперь наша также задача, и к вам я хочу обратиться, люди, помогите фонду, надо помогать друг другу, не надо проходить мимо. Знаете, сегодня мы в таком состоянии, завтра кто-то может также оказаться в таком состоянии. И мы придем на помощь. Если у вас случится беда, этот фонд будет, вам окажет поддержку. Это все. Потому что этот фонд никогда не проходит мимо беды. Я за другие фонды тоже знаю, но люди обращаются в другие фонды за поддержкой, это все. Но почему-то другие фонды такую колоссальную поддержку не оказывают людям. Даже другие фонды не могут оплатить им месячный курс реабилитации, протезирование, различные операции. Только один фонд добра и мира вот это на сегодняшний день вот это все делает. Помогите людям, чем вы можете. Не проходите мимо. Мы все один единый народ. Всем большое спасибо, кто меня выслушал. На это все. Дай Бог вам всем здоровья и благополучия. Уважаемые наши граждане Российской Федерации и всех стран, которые оказывали на сегодняшний день какую-то поддержку России.